Перед выходом одной из главных игр для Xbox основной претензией к Microsoft было отсутствие хоть какой-либо адекватной рекламной кампании для Hellblade 2, что было удивительно для многих, включая меня. Несколько невнятных роликов, не дающих представления о игре, таинственные интригующие дневники разработчиков, ну и в общем-то и все. Однако, пройдя игру, приходит внезапное осознание, что у Hellblade 2 на самом-то деле была вполне себе рекламная кампания, просто показывать-то было нечего. Кроме этих таинственных, невероятно технологичных и красивых роликов, в которых игру и все, что в ней есть, собственно, и показали. А еще приходит горькое сожаление от понимания того, чем игра могла стать, какой потенциал в ней заложен, но не был реализован. Hellblade 2 напоминает мне школьника, который пришел на выпускной в дорогом костюме с галстуком, со свежей прической и пахнущий папиным брендовым одеколоном. Красавчик? Безусловно. Похож на успешного взрослого? Ну да, однако как он был подростком, так им и остался, несмотря на внешний блеск. Сразу вспоминается эра Xbox One и PlayStation 4, где у Microsoft была похожа в плане технологичности на то время Rise Son of Rome, а у Sony в этот же период Орден 1886. Но в отличие у этих игр было кое-что, чего у Hellblade 2 нету, в них был геймплей. Вы спросите, так что выходит Hellblade 2 это плохая игра? Признаюсь, я не жалею о потраченных 5 часах времени. Местами до мурашек было. Но это не игра, к сожалению. Об этом мы поговорим. Начнем, пожалуй, с самого очевидного – это графика. Ну, что тут можно сказать? Перед нами, пожалуй, самая красивая и технологичная игра на данный момент. Иногда без шуток не веришь просто своим глазам, в некоторых сценах настолько потрясающе все выглядит. Знаете, выходят иногда пререндеренные трейлеры игр, которые выглядят супер круто, ну а потом показывают, собственно, геймплей игры, а там и графика попроще, и освещение победнее, и ты такой, далеко еще нам до этих пререндеров. Помню, первый раз у меня все сжалось внутри от красоты картинки при первом сражении с боссом-человеком. Освещение, анимации, атмосфера, это что-то нереальное. Второй раз в сцене с драуграми, где местность вся в густом таком тумане или дыме, который просто потрясающе окрашивается в красный при каждом ударе в барабан. Ну а также последующее сражение с этими драуграми, которым просто невозможно не восхититься от постановки, анимации, но опять же освещения. Таких впечатляющих мини-эпизодов в целом было предостаточно. Это без лишних слов Next Gen картинка. Unreal Engine 5 во всем своем великолепии. Особенно впечатляет движок в закрытых пространствах, где моментами возникает эффект зловещей долины. Настолько реалистично ведет себя свет. Про ролики на движке я вообще молчу. Сплошное удовольствие смотреть на игру актеров при таких-то технологиях. Открытые пространства также очень впечатляют. Захватывает дух от красоты исландской природы совершенно точно. Однако здесь уже можно заметить компромиссы в прорисовке дальних объектов, на которые пришлось пойти из-за технических ограничений консолей. Также довольно круто сделана физика волн моментами. Такое видел только в демках Unreal Engine 5 ранее. Короче говоря, выглядит игра просто невероятно. Радуешься как ребенок от осознания того, какой путь в графике прошли наши любимые видеоигры. Однако минус такой совершенной картинки, когда что-то выбивается из этой идеальности, то есть сделано не так хорошо, как все остальное, ты автоматически замечаешь это несоответствие качества, и это выбивает тебя из погружения. Беря во внимание совсем небольшой хронометраж игры, локации не успевают надоесть, сменяются достаточно быстро, не злоупотребляя гостеприимством. Но это только плюс к разнообразию, учитывая то, что кроме графики в игре по сути предложить-то нечего. Окей, как играется Hellblade 2? 60% вашего времени вы будете отклонять грибок геймпада вперед. Это самое частое действие, которое вы будете делать в игре, без шуток. Первые полчаса игры пройдут именно таким образом. Периодически вы будете нажимать еще кнопку действия, чтобы куда-то забраться или взять предмет. Кнопок действия тут от чего-то 2, хотя могли спокойно ограничиться и одной. Но вот и весь геймплей на 2 клавишах в исследовании мира. Но забыл, еще можно бегать. Главная героиня идет куда-то, потом полминуты нарочито медленно пролезает через расщелину в камнях, а потом опять идет куда-то, потом опять ты нажимаешь вперед в течение минуты в заскриптованном препятствии. А ты все это время крутишь камеру по сторонам, наслаждаясь крутейшей картинкой. Я иногда ловил себя на мысли, что играю одной рукой, второй держа кружку с кофе. Мир никак не реагирует на ваши действия, физики объектов нет, впереди, например, пара камешков, будь добр, обойди. Это место непроходимо от слова совсем. И тому подобные условности. Похоже на словах на квест, что ли. Окей, квест. Может, загадки здесь толковые?
Нет, ребят, загадки да нельзя дубовые и неинтересные. Нет ни одной запоминающейся и уникальной загадки, от решения которой получаешь удовлетворение. Напротив, они раздражают тем, что задерживают тебя на пути созерцания красивых локаций. Так загадок этих еще и слишком много, на мой взгляд. Более того, если вот просто взять и, например, вырезать из игры все загадки, то игру можно будет пройти часа за 3 максимум. Зачастую это похоже на искусственное растягивание времени, честно говоря. Значит, у нас есть загадки с шариками, меняющими перспективу, есть загадки с символами, как в первой игре, ну и есть совершенно бессмысленный эпизод в пещере, где ты просто ходишь с этим факелом добрый час игры. И это все. Не забываем, что хронометраж Hellblade 2 в районе 5-6 часов. И тратить час на то, чтобы ходить по пещере практически ничего не делая, это хороший пример, как плохо распорядиться таким коротким хронометражом. Я понимаю, что у игры определенно особый жанр по многим пунктам, ее нельзя сравнивать с AAA конкурентами в лоб, поэтому сравнение будет с первой частью игры, которую, к слову, я очень люблю. И знаете, что удивительно? То, что Hellblade 2 проигрывает оригиналу по всем фронтам, за исключением аудиовизуала и, может быть, масштаба и постановки. Об этом поговорим немного позже, ну а что касается загадок, загадки и в первой части были, не сказать, что уж прям хорошие, но они точно были логичнее в контексте повествования. За счет графической и аудиосоставляющей Hellblade 2 получилась крайне атмосферной и густой. Некоторые сцены откровенно заставляют сжиматься все внутри. Но здесь таится одна из ключевых проблем игры. Представьте, все окружение кричит о том, что здесь опасно. Ты как игрок напряжен как струна, медленно продвигаешься, вжавшись в скалы, и вдруг ничего не происходит. Героиня не может умереть от окружения, даже банальных квиктайм-ивентов нет, чтобы хоть как-то держать тебя в напряжении. Довольно быстро ты понимаешь, что от тебя и твоих действий не зависит практически ничего. Ты просто нажимаешь вперед, а героиня идет, ползет, крадется, что-то там делает. Голоса в голове в панике кричат, но тебе не дают никакого подобия геймплея, элементарного стелса в траве уж простите, вообще ничего. От этого возникает диссонанс между происходящим на экране и невозможностью на что-то повлиять. Тебе не страшно там, где должно быть страшно. И в такие моменты впервые ловишь себя на мысли, что это не игра, а может все-таки кино или технодемка, безумно красивая, но пустая. Мы привыкли такие игры называть симулятором ходьбы, но даже в истинных симуляторах ходьбы геймплей и интересных ситуаций больше, чем в Hellblade 2. Вспомните игру про Edit Finish хотя бы. Такое ощущение, что вся команда разработчиков выложилась на отлично, кроме геймдизайнера. Грустно это все, конечно, учитывая потенциал, которым просто наполнена сама история и окружение. Поговорим немного о сюжете, опять же, беря во внимание, что эта игра проходится за 5-6 часов. Скажу прямо, история в первой части была гораздо более фокусированной и понятной, подача сюжета логичнее и геймплейно обоснованнее. У Сенова была четкая цель. Потрясающий был раскрыт ее психоз, внутренний мир и переживания. Все в игре помогало развитию сюжета. Загадки и враги были отображением того, что происходило внутри героини. У всего была своя цель и роль. Во второй части вроде как тоже есть цель, но все какое-то размытое, абстрактное и бестолковое. Но концовка так вообще, на мой взгляд, полный слив. Только-только становится интересно следить за сюжетом, и все более-менее выстраивается в хорошую подачу, бум и конец игры. Нет, я все понимаю, творческое видение так и надо, но, ребят, есть хороший пример финала игры про внутренний мир, это Hellblade 1, и есть плохой Hellblade 2. Есть хороший пример открытой концовки Last of Us 1, а есть плохой Hellblade 2. В игре, на удивление, есть новая игра плюс, где раскрываются дополнительные сюжетные подробности, но лично для меня сюжет разочаровывающий в общем и целом. Даже голоса в голове как будто реализованы хуже в сравнении с первой частью. Если там они отлично справлялись с тем, чтобы показать, какой хаос творится в голове у Сенуа, то во второй части их стали больше использовать как нарратив, как подсказки. Типа знаете, как в других играх подкрашивают выступы краской, чтобы игроку понятно было, куда идти. Так вот в Hellblade 2 функцию этой краски выполняют голоса по большей части. И в целом они более навязчивые, что ли, и местами не в тему, местами перекрывают диалоги. Да, я понимаю, что голоса в голове, они такие, так и должно типа быть. Но, опять же, есть пример хорошего применения этих голосов в пользу повествования, это Hellblade 1, а есть плохое Hellblade 2. Если в первой части игры повествование было целиком и полностью построено на самой Сенуа, то во второй появились дополнительные персонажи, которые немного оживляют историю. Актеры отыграли замечательно и motion capture, но выше всяких похвал. Но здесь у меня есть небольшой диссонанс с внешностью этих актеров.
К самой главной героине претензий ноль, она очень органично смотрится в кадре. Ну а вот к дополнительным персонажам есть вопросики. Такое же несоответствие у меня было с персонажами из Horizon Запретный Запад. Да, модельки шикарные, все здорово, но как же странно эта внешность современных холеных актеров смотрится в этом антураже. Кажется, что они позже снимут с себя грим и костюмы и пойдут пить кофе в ближайший Starbucks. Я же предпочитаю стилизацию в подобных случаях, а иначе возникает какая-то фальшь, выводящая тебя из погружения в игру. Это может быть все-таки мой загон, вроде как подобное большинству нравится, и претензий такого плана никто не имеет. Персонажи эти относительно интересные, но раскрыть их не получилось хорошо, опять же из-за маленькой продолжительности игры. Боевку много кто ругает из-за однообразия, но, честно говоря, мне понравилось. Есть в ней что-то такое цепляющее и атмосферное. Сражения очень брутальные, с отличными анимациями и постановкой. В них реально чувствуется напряжение и наконец-то действие находит хоть какой-то отклик, и в игре появляется динамика, которой так не хватает при исследовании мира. Хотелось бы, конечно, большего разнообразия врагов и ситуаций. Это однозначно добавило бы Hellblade 2 играбельности и глубины, но что имеем, то имеем. Удивительно, конечно, что Ninja Theory не развили это во что-то большее, учитывая их опыт в экшен-играх. Вспоминаем хорошие DMC и Enslaved, где были и замечательный сюжет, и качественная экшен-составляющая. Да и с эмоциональностью тоже был полный порядок. Вообще, по итогу, сижу вот я такой, отложив геймпад, и внутри какое-то чувство не злости, а скорее разочарования. Hellblade 1 была хорошей игрой со своими минусами, но их можно было простить, учитывая, что игра по сути инди-проект. Были косяки, но воспринималась игра цельно, свежо, неожиданно, местами даже и инновационно. Но самое главное, она была игрой. Вторая же часть не игра, а какая-то играбельная технодемка, игрофильм. Все то же самое, как в первой части, но банально хуже. Если изначально воспринимать ее как аудиовизуальное интерактивное приключение, то получить удовольствие от пережитого можно, и даже нужно. Но Hellblade 2 позиционируется как игра в первую очередь, и я не понимаю, чем занимались талантливейшие Ninja Theory все это время. Да, графика и техническая составляющая потрясающие, но это все, что есть в игре. И я повторюсь, во многих аспектах вторая часть хуже первой. Я не понимаю, что делает Microsoft со своими студиями, как программируют им мозги. Даже в дневниках разработчиков стало заметно, что сотрудники говорят как роботы на корпоративном языке. Такое ощущение, что им просто сказали: ребят, вы должны сделать самую красивую игру в мире, и она должна быть на Xbox, чтобы все охренели от картинки, и все это время разработчики занимались только этим, забив на то, что это игра, собственно. Не знаю, может это разочарование от того, что я слишком верил в разработчиков, мечтал, какую прекрасную игру можно сделать на базе первой Hellblade, обладая бюджетами Microsoft. Не знаю, внутри лишь чувство разочарования. Моя личная оценка 7 баллов, учитывая, что 1 балл накидываю за графику. Самый логичный шаг, на мой взгляд, включать игру бесплатно на новых консолях Xbox, чтобы показать всем купившим, на что графически способна консоль. Как это сделали Sony с Astro's Playroom. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо огромное, что смотрели. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Но мне будет безумно приятно, это поможет развитию канала. К слову, это канал Платоси. Увидимся в следующем видео. Пока.